И что вы думаете по итогу? А по итогу шлейка и поводок — это все хуйня конкретная. Я, блядь, гонялся за ним где-то минут 40 по всему лесу. И кое-как, блядь, поймал. Не водите вашу домашнюю кошку на прогулки. Мой вам совет. С вами был Злой Кинг Леон. Подписывайтесь. Много впереди еще. Много интересного. Блядь, я выебся весь. Всем привет! С вами Злой Кинг Леон. И сегодня я не один. Сегодня со мной мой мохнатый друг и товарищ Мерлин. Этому коту 1,5 года. Сегодня мы с ним вышли, ну так сказать, впервые в осознанном возрасте на прогулку. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Без паники. Без паники, без паники, без паники. Тихо, тихо, тихо. Так, и первое, что мы делаем, нам надо обязательно обработать его от паразитов. В том числе от клещей, от всякой нечисти. Мерлин, иди, братан, сюда. Стой, подожди. Так, морду осторожно. Все, обшикали. Давай маленько протрем тебя. Вот так. Так. Все, теперь ты протертый. Тихо. Так, мы в лесу, поэтому в лес мы одеваем одежду, которую нам не жалко. Сегодня вот эта штука, благодаря вот этому клыкастому мохнатому другу, вся вот погрызанная у меня. Так что эту штуку мне не жалко. Так, мы купили шлеечку. Называется вот эта штука, называется шлейка. Я ему надевал минут по 10 в течение, наверное, недели. Но он к ней, конечно, не привык. Абсолютно. Поэтому вести он себя будет, я думаю, закованно. Мерлин, давай наденем эту штуку. Братан, ну потерпи. Потерпи. Так, подожди. Стой. Так, он начинает уже рычать. Так, теперь еще поводок. Кошка, это, конечно, это вам не собака. И вряд ли он будет это все дело терпеть. Но мы попробуем. Фу, не лезь, там мусор. Мерлин. Пойдем лучше туда. Мерлин, пойдем в ту сторону. В ту сторону пойдем? Пойдем. Он не сильно, конечно, дается. Рвет поводок. Но ему, конечно, очень интересно, это 100%. Потому что для него все это дикое.
Мэр, нет, туда мы не пойдем. Мы не пойдем туда. Так. Ну, хорошо, что она под лапами держит. А, шкуропес. Значит, это так. Что охота сказать по поводу вообще домашних животных в Корее? В Корее, в частности. Я его взял, получается, год назад, трехмесячного. Сразу же нужно его нести, конечно, в ветеринарку, ставить 5 прививок в течение месяца. Каждая прививка 50 тысяч вон, 3000 рублей, соответственно. От всего там постепенно ставят. И потом получается, на 8-й месяц можно уже кастрировать. Чем вообще люди путают между, принято считать, и у нас, в частности, тоже в России, и в Корее тоже многие считают, что кастрация это типа у котов, а стерилизация это типа у кошек. На самом деле эти суждения оба неправильные, потому что кастрация есть и у котов, и у кошек. Также стерилизация есть у котов и у кошек. Чем отличается кастрация от стерилизации? Кастрация это удаление, получается, полностью половых органов. И то есть самое главное, что у кошки пропадает, соответственно, желание, да, иметь кота, и у кота пропадает иметь желание иметь кошек. Вот, то есть они становятся более спокойны, перестают там метить территорию и так далее. А стерилизация это, получается, вот эти каналы, да, по которым передвигаются. У девочек называется, по-моему, насколько я помню, из биологии фаллопиевые трубы. Дай бог памяти. А у мальчиков вот эти, в общем, канальцы, по которым передвигаются сперматозоиды. То есть просто либо их там связывают, либо, в общем, смысл в том, что они просто не могут иметь детей. А также у них влечение к противоположному полу имеется. Вот, поэтому кастрация, в общем, вы поняли, да, чем отличается кастрация от стерилизации. И, конечно, кошек нужно кастрировать. Если вы не собираетесь заниматься разведением какой-то породы непосредственно, то кошек необходимо кастрировать обязательно. Во-первых, это продлит ему жизнь. Мне одна женщина объясняла и рассказывала, конечно, там все по иностранному языку было, но смысл в том, что в конце у нее получилось, что одна бездомная кошка равняется, значит, одной человеческой жизни. И я долго не мог понять, с чего бы это вдруг. Но оказывается, действительно, вот, допустим, одна бездомная кошка и один бездомный кот на протяжении 5 лет оставляет после себя от 100 до 500 особей. То есть размножение, конечно, дикое прям, очень дикое. Почему одна бездомная кошка равняется одной человеческой жизни? Простой вам пример из жизни. Значит, семья в составе 4 человек, папа, мама, 2 ребятишек маленьких, на автомобиле ехали, значит, с кемпинга, с отдыха. И выбежал вот такой мохнатый друг на дорогу. Папа, соответственно, чтобы спасти кошку, отвернул руль, не справился с управлением, машина сорвалась с обрыва, погибли все. Вот это просто один из примеров того, что кошки не должны быть бездомными. Что кошки должны, если вы уже взяли на себя такую ответственность, вы должны полностью, значит, вы должны прервать
да, так сказать, этот род, чтобы они не размножались и соответственно, ну, должны отвечать за питомца, которого приручили. Помните, как Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц», мы в ответе за тех, кого приручили. Да, мы, кстати, подстриглись недавно. То есть жарко ему. Я его сам с горем пополам где-то за 3 раза я его побрил. Зато мы теперь вот какие красивые. Да, Мерлин? Ну и, в общем, дальше, что по ценам-то я еще не сказал. Получается 50 тысяч вон, 3000 рублей сейчас по курсу. Каждая прививка, 5 штук, посчитали, да? И потом кастрация. Кастрация стоит 300 тысяч вон в сумме. Плюс 300 тысяч вон. Это получается плюс еще 18 тысяч рублей. Вот. Потом недавно, к примеру, начал он бегать что-то часто в туалет пописать. И что-то и сикает по чуть-чуть. По чуть-чуть. Хорошо, выходные были, я сразу его под руки пошел в ветеринарку. Так, ты далеко не уходи, товарищ. Угу. Пошел в ветеринарку, получается. Подозрение на цистит. Говорят, ну, как бы, если деньги есть, то давайте надо УЗИ там того, УЗИ того, короче. Я говорю, ну, что это мой единственный, как говорится, и лучший друг. Надо делать. Мы сделали УЗИ, у него эти мочеточники, получается, правый все хорошо, чистенько, левый все хорошо, чистенько, а вот сам, получается, мочеиспускательный канал, там какой-то, как типа песок, мусор. Так, я тебе принес вкусняшку, Мерлин. Смотри. Ну подожди ты. Вот, на, держи. Значит, на чем мы остановились? Ну и сделали мы это УЗИ, у него, получается, в мочеиспускательном канале вот этот мусор, песочек. Назначили нам таблетки, 3 недели мы пили таблетки. Назначили нам корм специально для защита, урина care. На. Урина care. И сразу же ему, в принципе, полегчало. Буквально 3-4 дня. Значит, таблетки мы все пропили. Тихо. Таблетки все пропили. Но через какое-то время я начал ему добавлять хороший премиальный корм Акана, рыбный, беззерновой. Начал ему добавлять, потому что, думаю, ну что будет как бы стоять, надо же докармливать. Все, не ругайся, все, не отпущу тебя. Начал уже убегать, почувствовал запах свободы. И получается, и у него опять начались... То же самое, в общем. Начал бегать, писать в туалет. В общем, оказалось просто, что это все, как я уже потом выяснил, просто что это все корм. Представляете? Все, тигр рычит. Так, все, надо уже собираться. Так что, конечно, берегите своих питомцев, заботьтесь о них. Вводите обязательно раз в год к ветеринару, потому что особенно кастрированные коты, они ленивые, они домашние, малоподвижные, и у них, вот, допустим, цистит, вообще мочекаменная болезнь, это очень распространенная тема. Следите за носиком, за поведением, вялость там, вот это все дело, как в туалет, как часто ходит. За этим, за всем надо следить. Да, тигр? Все, он почувствовал запах свободы, и у него дикие глаза. Сейчас мы тебя маленько еще поснимаем. Ну, конечно, опасно. Из этой шлейки он, если захочет, то вырывается свободно. Все, он нанюхался уже какой-то пыльцы. Наркоман. И все, ему пофигу абсолютно. Сейчас только его отпусти, он сейчас мотанется в лес. Мерлин, домой пойдем?
А, Мерлин, домой пойдем? 6,5 килограмм вот этот титан вешает. Да, титан? Так что вот такие вот дела. Это была рубрика домашних животных. Будем мы выходить с ними или нет, не знаю. Напишите в комментариях, выходить мне с ними или нет, приучать его к улице или нет. Тут тоже опасность, конечно, есть. Опасность, вот, допустим, не дай бог, где-то с какими-то тоже бездомными, например, животными пересечься. Подхватить от них что-нибудь, не дай бог. Где-то вот какие-то, опять же, лес, здесь всякие там клещи, то тараканы, то еще кто-нибудь. Ну вот мы попшикались с защитой этой. Насколько она тоже эффективна, хрен его знает. А так, что он сидит в 4 стенах постоянно? Конечно, как бы охота ему, как говорится, мир-то показать. Что мир-то интересная штука, да? Ну вот его сейчас отпусти, и все. И он убежит просто. Скажет: о, как здесь интересно. Как тут интересно. Да, Мерлин? Не, пойдем домой, тебе еще это. Сейчас поснимаем еще на поводке. Ну, блин, с поводка срывается. Затянуть надо потуже, что ли, вот эту штуку. Ну, прощайся тогда. Прощайся с нашими 3 подписчиками. Скажи: до свидания. Говори до свидания. Будешь говорить, нет? Ладно, дорогие ребята. Всем пока-пока. На связи. С вами был Злой Кинг Леон.